Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Я приветствую всех, вы на канале Школы Вязания, с вами Катерина Мушин. В сегодняшнем видео мы будем вязать вот такие следочки кеды спицами, домашние, вот, для разных размеров. Значит, у меня связан размер 36. По моему мастер-классу вы легко будете повторять 36, 38 и 40 размер. В процессе, в каждом этапе я буду останавливаться, рассказывать для всех размеров. Значит, для начала, чтобы определить свой размер, померите длину вашей стопы. Вот так. 36 размер – это длина 22 сантиметра. 38 размер 24, 40 26. У кого там 24,5, вы все равно берете 24. Хочу сказать, что это все хорошо тянется, поэтому длина идет условно. Также длину вот этого носочка, давайте вот на этом покажу. Видите, когда я снимаю, он стягивается. Почему? Потому что длину подошвы нужно вязать на 2 сантиметра меньше, чем длина стопы. Вот длина подошвы у меня 20 сантиметров, на длину стопы 22 сантиметра. Это обязательно, так как платочная вязка очень хорошо, видите, тянется. И если вы не уберете 2 сантиметра, оно просто спадет с вашей ноги. Дальше. По окружности 36 и 38 размеры вяжутся одинаково по окружности, а вот 40 вот здесь мы добавим еще 2 петли, когда будем добавлять их для пальчики. Это я тоже укажу. Так, где добавляются эти 2 сантиметра? 1 сантиметр добавляем на манжет и 1 сантиметр вот здесь на подошву вверх стопы. То есть по длине 1 на наборный край, а 1 вот здесь. Таким образом, я буду попетельно писать полностью, сколько набрать, сколько вязать, для какого размера. Посмотрите, какой у вас размер по очередности. Первый это 36, второй 38 и третий 40 размер. Так, мой мастер-класс подходит для всех, у кого пряжа плюс-минус такая же, как у меня. Это Alize Lana Gold Classic, полушерстяная, но главный метраж, чтобы 100 грамм 240 метров. Это плюс-минус, чуть больше, чуть меньше, неважно. Главное, что примерно на 10 сантиметров у вас 20-21 петля получалось. Спицы под эту ниточку я взяла номер 4. Также нить берем 2 цветов. У меня вот этот очень красивый между терракотом и красным и серый цвет. Также потребуется крючок. У нас вот здесь обвязка крючком. Так, и вот такие клипсы. Так, давайте подробнее процесс вязания. Набираю я вот здесь манжетик. Вяжу резинкой, складываю вдвое, чтобы было плотнее вот эта резиночка. Далее высоту вяжу платочным узором. Затем перехожу на серую ниточку и начинаю вязать подошву. Тоже уже накажу на вот это. Вот, подошва вяжется с прибавками, с красивой закругленной пяткой, с расширением. Видите, у нас здесь будет расширение постепенно. Здесь пальчики, вот убавка. Подошва вяжется стандартная для всех 3 размеров. Затем мы переходим на красный цвет, начинаем вязать пальчики. Здесь прибавка для 2 меньших размеров 36 и 38 столько же петель, сколько на подошве, для 40 на 2 больше, и получается окружность таким образом больше. Вяжем ровненько. Так, здесь я покажу вам завязочки. Когда мы довяжем до нашего манжета, мы начинаем вязать язычок. Видите, довязали несколько петель вовнутрь, чтобы было удобнее, и тогда язычок просто платочным рисунком. Вот так получается, видите? Вот. Затем делаем обвязку вот этих сторон крючком и вставляем шнур. Значит, начинаю вязать именно красным цветом. Значит, вот сюда. Сейчас я для своего размера набираю 44 петли, а для остальных размеров пишу на экране, сколько нужно набрать. Включите обязательно субтитры, все будет написано в субтитрах.
Хвостик оставляем длинный. На 2 спицы классическим способом набора набрать 44 петли в моем случае. Так, набранные у меня петли, вытаскиваю я одну спицу. Начинаю вязать резинкой 2 на 2. Крайнюю кромку снять. Вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные. И так продолжайте чередовать 2 лицевые, 2 изнаночные до конца ряда. Работу довязываю как 2 лицевые и кромку изнаночной петлей. Так, это у нас с лицевой стороны. Работу разворачиваем. С изнаночной стороны первую петлю снимаем. Вяжем 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. И так до конца ряда. Довязываю в конце 3 изнаночных. 1, 2 и кромка 3. Вот, это ряд на изнанке. Дальше мы таким образом просто вяжем резиночку 2 на 2. Вот я снимаю петлю и снова начинаю с 2 лицевых. Резиночкой всего я провязала 20 рядов, что в высоту у нас 7 сантиметров. Дальше будем делать вот такой манжетик. Значит, заворачиваем резиночку вот так. Следующий ряд будем провязывать вместе с петлями наборного края. Я это делаю так. Первую кромку снимаю. Затем к этой петле, что на спице, подхватываю петлю с наборного края. Вот, самую первую. Вот она. Одеть на левую спицу и провязать 2 вместе лицевой. Вот. Затем следующую петлю. Вот она. Одеть на левую спицу, 2 вместе лицевой. Так. Есть. Следующая петля. Вот видите, вот 1, 2, 3. Каждую следующую подхватываем, одеваем на левую спицу. Вот так. И провязываем по 2 вместе лицевой. Уже изнаночные мы более не вяжем. Только лицевые петли. Так вот, предпоследнюю подхватываю, одеваю. 2 вместе лицевой. И последнюю здесь от кромки одеваю и провязываю 2 вместе лицевой. Вот у нас по-прежнему 44 петли, как мы и набирали. Вот, но зато такой манжетик получился. Вот это лицевая сторона, вот это изнанка. На изнанке будет рубчик. Получается, мы все провязали лицевыми. И дальше продолжаем вязать платочным узором. Каждый раз снимаем петлю. И все петли ряд за рядом просто вяжем лицевыми. Значит, так платочным узором вяжете всю высоту. Так, смотрите, вот такое полотно сейчас у меня получается. Ширину сравнивайте с моим размером 24 сантиметра, в нерастянутом виде, хорошо тянется. Значит, это на размер 36. Так, на другие я вам все рисую, хорошо. И высота, вот, получается 9 сантиметров, если отсюда. Так, теперь будем вязать серой нитью, но вот эту ниточку не отрезайте. То есть вы ее так вот здесь и оставляете. Она потом нужна будет, чтобы вот этот верх вязать. Мы будем вязать без отрыва этой нити, поэтому оставьте. А вот серую нить соединяем. И вяжем тоже платочным узором туда и обратно. Так, я снимаю петлю. И все петли выполняю лицевыми серой ниточкой. Вот видите, я хвостик просто придерживаю, никаких узелков не делаю. Потом этот хвостик легко спрячется между петлями и не будет никаких узлов. Значит, довязываю лицевыми до конца ряда. Так, в одну сторону довязала и возвращаюсь в обратную сторону. Снять петлю. И все петли лицевыми.
Эти два ряда нам сделали красивый переход на серый цвет, как вот здесь. Значит, дальше будем вязать подошву. Для этого по центру я ставлю маркер. Отсчитываю половинку, у меня 44, разделить на 2, это 22 петли. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22. Вот. И теперь первый ряд подошвы, так как эта подошва будет вязаться у нас короткими рядами. Снимаю петлю, вяжу лицевыми до маркера. Это 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Переснять маркер. 22, 23 петли провязала. И дальше провязываю 2 вместе лицевой с уклоном влево. Снять петлю, 1 лицевая, накинуть снятую петлю на провязанную. Вот убавка влево. Здесь осталось 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 петель. Мы работу разворачиваем. Теперь мы с изнаночной стороны второй ряд подошвы снимаю петлю, вяжу 2 лицевые до маркера и 2 лицевые после маркера. И теперь провязываю 2 вместе уже изнаночной петлей. 2 вместе изнаночной. С этой стороны тоже должно остаться 18 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Работу разворачиваем. Значит, смотрите, вот это наши рабочие петли, это все боковые петли. Дальше с лицевой стороны мы будем делать прибавку. Значит, петлю снимаю, прибавляю петлю с уклоном влево. Правой спицей подхватываю вот эту перемычку вот так, сзади наперед. Одеваю ее на левую спицу. Получается, правая стенка петли у нас спереди, а левая сзади. Провязываю за левую стенку, то есть за заднюю стенку лицевой петлей. Это прибавка лицевой с уклоном влево. Дальше 4 лицевые. 1, 2. Этот маркер уже не нужен. 3, 4. И перед последним мы делаем прибавку с уклоном вправо. Если уклон вправо, то левой спицей мы подхватываем протяжку, тоже вот так сзади наперед. Получается, правая стенка теперь сзади, а левая спереди. И лицевой провязываем за переднюю стенку. Всегда за левую, она спереди, поэтому за переднюю стенку. Видите, прибавленная красивая петля с уклоном вправо. Так, и 2 вместе лицевой. Снять петлю, 1 лицевая, накинуть снятую петлю на провязанную. Вот так, убавка влево. Работу разворачиваем. 4 ряд. Снять петлю. Вяжем все петли лицевыми до последней петли. 4, 5, 6 лицевых у нас получается. 2 вместе изнаночной. Работу разворачиваем. Последние 2 ряда вы повторяете, пока у вас по центру не будет 14 петель. Итак, с лицевой стороны все ряды снять петлю. Так, прибавку делаем с уклоном сначала влево, правой спицей подхватываем, надеваем на левую спицу и лицевой провязываем перемычку за заднюю стенку. Вот так. Дальше лицевыми выполняем все петли до последней. Перед последней прибавка вправо. Левой спицей подхватываем вот так перемычку сзади наперед. И лицевой провязываем за переднюю стенку. Затем убавка с уклоном влево. Легче всего вот так. Я ввожу спицу в первую петлю, за переднюю стенку подхватываю следующую петлю и провязываю 2 вместе лицевой, снимается спица. Очень удобно. Вот и прибавка сделали, и дальше сократили боковую петлю. И с изнаночной стороны это снять петлю. Все петли выполняем лицевыми. До последней петли все выполнять лицевыми. Вот. Когда одна останется центральная петля, провязать ее вместе изнаночной с боковой петлей. Так, видите, 2, 4, 6, 8, 10 петель.
11, 12, 13, 14. Еще дважды выполнить прибавку. Значит, смотрите, я расширила подошву. Всего провязано, можно посчитать по рубчиках, сколько рядов. Вот эти два ряда, это еще было в высоту, затем 2, 4, 6, 8, 10. 10 рядов провязано. По центру у меня стало 14 петель. И по сторонам тоже у меня 14 петель. Так, дальше мы просто убавляем сторонние петли по сторонам, а по центру ничего не прибавляем. Значит, снять петлю, это у нас 11 ряд. Все петли выполняем лицевыми. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Вот. Последнюю петлю убавляем с боковой. Раз. Подхватываем вторую, 2. Вместе лицевой за задней стенки. Вот так. Ну, то есть ничего с лицевой стороны более не прибавили. Работу разворачиваем. С изнаночной стороны снять петлю 12 лицевых. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И 2 вместе изнаночной петлей. Вот так. Вот. Значит, так повторяйте эти два ряда туда и обратно, пока все боковые петли до последней не будут убавлены. Смотрите, как у нас связана пятка. Видите, вот убавка, и здесь с одной и с другой стороны. И осталось из боковых петель только по одной. Здесь по центру по-прежнему 14, по одной по сторонам. Значит, следующие два ряда мы одновременно будем прибавлять сразу 4 петли. Значит, смотрите. С лицевой стороны эту еще не трогаем. Снимаем петлю. Делаю прибавку, как раньше, с уклоном влево. Правой спицы подхватываем. Одеваем на левую спицу. Провязываем лицевой за заднюю стенку. 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Прибавка с уклоном вправо. Так, теперь левой спицей подхватить протяжку. Вот. Расправить. И провязать лицевой за переднюю стенку. Вот. Значит, теперь не провязываем 2 вместе лицевой. Одним завязанием мы снимаем вот эту петлю, а следующую провязываем изнаночной петлей, как кромку. Вот. Работу разворачиваем. Так, следующий ряд. Первую петлю снимаем. 1 изнаночная. 14 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот, остается 2 петли. Обе провязываем изнаночными. 1 и следующие 2. Тоже провязываем не 2 вместе, а каждую отдельно. Теперь у меня на спицах 18 петель. Что мы сделали? Мы прибавили сразу 2 петли с одной стороны, 2 петли со второй стороны. Почему 2? Во-первых, по одной петле мы прибавили, чтобы была кромка, а будет у нас двойная кромка. Будет сниматься 2 петли. Вот. Затем здесь одна сниматься, одна провязываться. С другой стороны, вот эта каждая вторая будет провязываться изнаночной. Одновременно, кроме двойной кромки, вот здесь, видите, у нас пошло расширение подошвы. Вот так я пущу, видите, подошва узкая была, затем расширение, и затем будет еще одно расширение. Значит, примерно 2 сантиметра отсюда мы вяжем себе просто. Вот я на один рубчик вниз ставлю маркер, чтобы отвязать себе 2 сантиметра. Значит, вяжем таким вот образом. С лицевой стороны это снять петлю 1, нить за вязанием снять петлю 2, 14 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Нить за вязанием снимаем петлю и изнаночной. Так, работу разворачиваем. С изнаночной стороны
снять первую петлю, вязать 1 изнаночная, 14 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 2 изнаночные, 1 и кромка 2. Вот. Значит, примерно 2 сантиметра, здесь для всех размера 2 сантиметра от маркера мы вяжем туда-обратно поворотными рядами. Так, значит, всего я провязала 12 рядов вместе с рядами прибавки. Вот видите, 6 рубчиков над маркером. Это у нас даже чуть больше 2 сантиметров, 2,5. Значит, сейчас я расширяю подошву. Просто добавляю с каждой стороны еще по 1 петле. Снимаю петлю, кромку, нить за вязанием снять петлю и только после 2 петли делаю прибавку с уклоном вправо. Подхватить протяжку, одеть на левую спицу и провязать лицевой за заднюю стенку. Дальше вяжем 14 лицевых, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Прибавка с уклоном вправо. Левой спицей подхватываем и провязываем лицевой за переднюю стенку. Затем нить за вязанием снимаем петлю и кромку вязать изнаночной. Все, теперь у меня на спицах 20 петель. Продолжаю вязать все как ранее, только уже на вот эти 20 петлях. Вот я и на изнанке, снять петлю, 1 изнаночная, 16 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 2 изнаночные. 1 и кромка 2. Видите, все то же самое, только у нас по центру уже будет не 14, а 16 лицевых. С лицевой стороны то же самое. Снять петлю, нить за вязанием снять петлю, 16 лицевых провязываете, так, провязываем. Затем нить за вязанием снять петлю, 1 изнаночная. Значит, я продолжаю вязать только подошву поворотными рядами с двойной кромкой с каждой стороны до высоты. Вот я провязала 16,5 сантиметров, вот, без вот этого крайнего рубчика, так как это было не подошва. Вот, 16,5 сантиметров. Обратите внимание, что это не растянутом виде. Оно будет очень хорошо растянуться. Так, дальше приступаем к вязанию пальчиков. Для пальчика просто делаем убавку. Убавку делаем в лицевых рядах, изнаночные вяжем по рисунку. Итак, лицевой ряд — это снять петлю, нить за вязанием снять петлю, 2 вместе лицевой с уклоном вправо, вяжем лицевыми каждую петлю до последних 4 петель. Вот я все провязываю лицевыми. Каждый следующий лицевой ряд у вас будет на 2 петли меньше здесь. Так, когда осталось 4 петли, провязываем убавку влево, снять петлю 1 лицевая, накинуть снятую петлю на провязанную, можно так. Нить за вязанием снимаем петлю и 1 изнаночная. Вот. Это с лицевой стороны. Так, и теперь на изнанке снять петлю, 1 изнаночная, вязать лицевыми каждую следующую петлю до последних 2 петель. Тоже каждый следующий изнаночный ряд будет на 2 петли у вас меньше. Предпоследняя изнаночная, кромку тоже вяжем изнаночной. Вот. Эти 2 ряда я повторяю, пока у меня не останется центральные 10 петель, включая двойную кромку. Так, снять петлю, нить за вязанием снять петлю, с лицевой стороны, значит убавка с каждой стороны. Вправо в начале ряда и влево будет в конце ряда. Значит, вяжите, пока не останется всего 10 петель.
Так вот, осталось 10 петель. Это для всех размеров, ширина одинакова. Значит, теперь в нерастянутом виде у вас должна быть длина подошвы на 2 сантиметра меньше, чем длина стопы. Вот у меня вот 20 сантиметров. В нерастянутом виде хорошо, видите, тянется. Это на длину стопы 22 сантиметра, как здесь. То есть это размер 36. У кого 24 сантиметра длина стопы, то есть 38 размер, здесь должно быть 22 сантиметра. У кого 40 размер, здесь должно быть 24 сантиметра. Так. Вот. Значит, теперь мы отрезаем ниточку серую, больше она не нужна. Оставляю небольшой хвостик. Все хвостики буду прятать в конце работы. И также добавляю в работу 2 маркера. Значит, наша задача вот здесь и здесь набрать петли. Я ставлю сначала маркировочное кольцо, а затем по краях, по кромке, смотрите, здесь двойная кромка, видите, подхватываю вот эту самую внутреннюю стенку. Вот эта изнаночная сторона. Вот внутреннюю стенку подхватываю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, так, 19. И петля, из которой вяжется вот последняя, тоже подхватываем. 20. Вот. Есть 20 у меня с одной стороны. Для каждого размера там будет чуть больше. Вам пишу все на экране. Вот видите. То же самое с другой стороны. Ставлю маркировочное кольцо. И подхватываю, вот эта лицевая сторона, вот изнанка, я подхватываю вот эту внутреннюю петельку. Вот 1, 2, 3, 4. Вот здесь таким образом, вот так легче здесь будет. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и вот с последней 20. Есть. Вот так получается. Видите? Вот наша подошва. Теперь мы используем вот эту ниточку, которую я просила вас не обрезать. Вот она. Мы ее дальше используем, ей будем вязать. Значит, вяжу 2 ряда платочным узором, то есть чтобы был рубчик туда и обратно. Все петли лицевыми. Вот каждую петлю лицевой. Когда мы довязываем до маркера, маркер переснимаем. Они нам нужны. И продолжаем вязать лицевыми. Здесь ниточку стянуть и перекрестить нити, чтобы она сама себя зафиксировала. Так, довязываю вот так лицевыми до конца ряда. Так, вот довязала я лицевыми в одну сторону. Это было с лицевой стороны. Работу повернуть. Первую снимаем. И остальные вяжем лицевыми полностью во вторую сторону. Так вот, что у нас получилось. Видите, рубчик у нас красного цвета. Теперь я вяжу лицевыми до второго маркера и начинаю вязать короткими рядами здесь. Так, это 3-й ряд. Снимаю петлю. Выполняю петли лицевыми за одну петлю до второго маркера. Вот. Одна петля осталась. Я провязываю 2 вместе лицевой с уклоном влево. Снять петлю. Маркер забираем. 1 лицевая. Накинуть снятую петлю на провязанную. Вот. Убавка влево. Работу разворачиваем. 4-й ряд у нас с изнаночной стороны. Снять петлю. Вяжу лицевыми до последней петли перед маркером. 4, 5,
6, 7 и 8. Теперь 2 вместе изнаночные. Снять петлю, здесь тоже снять маркер, вернуть петлю. 2 вместе изнаночной петлей. Работу разворачиваем. Так, мы получили вот здесь по центру 10 петель. Вот видите, 10 центральные петли и боковые у нас петли. Дальше я буду вязать только центр, одновременно убавляя боковые петли, так как мы вязали вот здесь нашу подошву. Одновременно нужно прибавки сделать, пока здесь также не будет 20 центральных петель. Итак, у нас следующий ряд. Первую петлю снимаем, прибавляем петлю с уклоном влево. Правой спицей подхватить ниточку из протяжки, одеть на левую спицу и провязать так. Растянуть ее немножко, лицевой за заднюю стеночку. Вот прибавленная петля. Так, дальше выполняю все петли лицевыми до последней петли. Так, вот, видите, последняя петля и боковые петли. Прибавку выполняю с уклоном вправо. Теперь левой спицей подхватываю протяжку, вот так. И провязываю лицевой уже за переднюю стенку. Прибавки такие же, как мы делали на подошве. Затем убавка влево. Первую петлю подхватила, за переднюю стенку вторую петлю, провязала их вместе лицевой петлей. Вот. Видите, прибавила по одной петле с каждой стороны, работу разворачиваю. С изнаночной стороны без прибавки. Снять петлю, вяжу все петли лицевыми до последней петли. Вот довязала. И здесь 2 вместе изнаночной петлей. Вот, разворачиваемся. Все, повторяйте эти 2 ряда, пока у вас по центру не будет 20 петель. Снять петлю, прибавка с уклоном влево. Все лицевые до последних 2 петель, до последней петли, если правильно. Так. И прибавка с уклоном вправо. Затем 2 вместе лицевой. С изнаночной стороны без прибавок. Так, закончила я прибавки, видите, 20 петель у меня по центру, и здесь дальше боковые петли. Значит, у кого очень широкая стопа, для размеров 40, 42 и так дальше, здесь можно сделать 22 петли, таким образом у вас будет шире. Вот эта окружность. Для размеров 36, 38 хватит вот этого, 20 петель. Не перестарайтесь, так как оно все очень хорошо втянется во все стороны, чтобы потом не слетал у вас этот следок. Значит, дальше я все то же самое продолжаю, только не делаю более прибавок. То есть с лицевой стороны у меня будет снять петлю, вязать 18 лицевых. Это 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. И 2 вместе лицевой с уклоном влево с боковой петлей. Вот. И с изнаночной стороны, ну, все как ранее. Давайте еще раз провяжем. Это снять петлю. Те же 18 лицевых мы выполняем в другую сторону. Можно их не считать каждый раз. Вы сразу увидите вот этот пробел, где у нас петли убавляются. Так вот, лицевыми вяжу все до последней. Вот видите? Видно вот здесь, видите, какой большой пробел. И вместо него вяжем 2 вместе изнаночные. Значит, таким образом повторяйте, пока все петли вот здесь не будут убавлены. Так, лицевая, 2 вместе изнаночные. Это я убавляю последнюю боковую петлю. Вот видите? Значит, вот так вверх стопы у меня получается. Раз, 2. Теперь я поднимаю еще 3 петельки. Вот этой спицей. Смотрите, вот здесь. Вот прямо вот эти. Раз, 2, 3. С одной стороны. Так, раз, 2, 3. С другой стороны. Раз, 2, 3. Вот так.
Зачем это? Чтобы слегка вовнутрь у нас зашел вот этот язычок. Продолжаю вязать все то же самое. Снять петлю лицевыми до последней петли. Так и 2 вместе лицевой. Видите, 1, 2, 3 с одной боковой петлей, которую мы только что набрали, вместе лицевой. Разворачиваем. Все то же самое. Снять петлю. Вяжу лицевыми до последней петли. Так, и 2 вместе изнаночной с боковой петлей. Значит, продолжаете так, пока все боковые петли не будут снова убавлены. Так, вот что получилось. Значит, видите, примерно чуть больше сантиметра у нас полотно зашло вот сюда вовнутрь. Вот так будет. Так, вот. Теперь я вяжу вот только эти 20 петель поворотными рядами без двойных кромок. То есть вот таким вот образом, платочным узором. Снять петлю. Все петли лицевыми до конца ряда. Вот довязываю лицевой, кромку тоже лицевой. Работу разворачиваем. То же самое с изнаночной стороны. Снять петлю, все петли лицевыми. Значит, продолжайте так вязать платочным узором, чтобы длина язычка была примерно же такая, как длина всего полотна. Значит, всего здесь высоту я провязала 24 ряда. То есть столько же, сколько платочным узором вот здесь, но здесь оно будет, видите, примерно одного размера. Значит, пересчитайте себе, сколько рубчиков изначально, запишите, чтобы вы 2 следочка связали одинаково. Так, теперь просто закрываем петли. Так, снять петлю. 1 лицевая, накинуть снятую петлю на провязанную. Вот закрытие петель. Или же вот так, возвращаю петлю, провязываю 2 вместе лицевой со следующей петлей. Вернуть петлю, за переднюю стенку подхватываю следующую, 2 вместе лицевой. Вернуть 2 вместе лицевой. Так я закрываю все петли. Так, последнюю провязываю лицевой, первую набрасываем на вторую. Вот, закрыты все петли. Дальше ниточку обрезать, оставить небольшой хвостик. И хвостик продеваю через последнюю петлю. Вот так. Вот, видите? Теперь с помощью крючка все хвостики прячем в изнаночную сторону. Вот так. Вот несколько раз. Я вот так прячу между петлями. Видите? Если я хвостики прячу крючком номер 2, то обвязку делаю крючком 3,5. Значит, обвязка вдоль вот этого края должна быть. Так, в первую кромку завожу крючок, достаю петлю. Вот, 1 воздушная петля сверху. Теперь в эту же петлю завожу крючок, подхватываю петлю, провязываю 2 петли вместе. Это столбик без накида. Вяжу по 1 столбику без накида в каждую петлю и одновременно прячу хвостик. Вот так. Абсолютно в каждую петлю до конца ряда выполняю по 1 столбику без накида. Так, смотрите, я провязала вот все до резинки. Здесь я только вдоль первой стороны до серединки, получается. Вот 1, 2, 3, 4, 5 и сверху 6. Вот, видите, вторую половинку мы не вяжем. 1 воздушная петля, работу разворачиваем, 2 ряд. Первую вот эту петлю пропускаем, во вторую вяжем столбик, таким образом сделав здесь убавку. Дальше в следующую 2 столбик, в следующую 3 столбик. После 3 столбиков 1 воздушная петля и 1 петлю вот эту пропустить. Со следующей снова 3 столбика. 1, в следующую 2,
в следующую 3. Одна воздушная петля, один столбик пропускаем, со следующего 3, так, тоже не 3, да, 3 столбика, 2, 3, это будет третье отверстие сейчас для пуговиц, одна воздушная петля пропустить, и со следующего довязываем столбиками. 1, 2, 3, 4 и в конец 5. Вот. Таким образом, вот здесь, где воздушные петли, сейчас не видно, но там у нас будут дырочки. Это для вставки вот этих элементов. Значит, воздушная петля, работу разворачиваем. В первую петлю столбик без накида и в каждую следующую петлю столбик без накида. Вот. Так, смотрите, я довязала до нашего отверстия. Вот оно отверстие. Видите, в столбик, затем в арку мы вяжем столбик без накида и в следующий столбик столбик без накида. Таким образом, вот дырочка небольшая остается у нас. Так, довязываем по одному столбику. Вот снова до арки довязала, в арку столбик без накида. Следующие 3 столбика. 1, 2, 3. В арку столбик без накида, 3 столбика, 2 и вот 3. Вот. Так, затем с первой петелькой петлю соединения обрезать сразу ниточку и продеть хвостик. Вот так, видите? Затем возвращаем на изнанку, берем крючок чуть меньше на размер и прячу остаток нити. Все ниточки мы сразу прячем, так будет удобнее, чтобы потом не забыть никакой конец. Вот так. Несколько раз между петлями провели и остаток отрезали. Так, смотрите, вот раз отверстие, второе отверстие и третье отверстие. Видите? Такая же обвязка у нас должна быть с другой стороны. Значит, этот хвостик я потом уже спрячу сама. Хорошо. Значит, смотрите, мне удобнее отсюда сюда начинать. Так? Поэтому я разворачиваюсь в изнаночную сторону и начинаю с изнаночной стороны. Первая кромка. Достать петлю, воздушная петля. Сюда же столбик без накида. Каждую следующую по одному столбику без накида одновременно прячу вот этот хвостик. Так, посмотрите, чтобы все хвостики вы спрятали. Вот это у меня изнаночная сторона. Видите, как она выглядит? Все хвостики спрятаны. И вот так выглядит лицевая сторона следочка. Вот. Вовнутрь идет язычок. И вот это сюда. Всего на один такой носочек у нас ушло 47 грамм. То есть на 2 уйдет 94 грамма. Из них 34 остаток красного. Дальше вставка вот этих люверсов. Значит, у нас вот такие, я их клипсами называю, мне так удобнее. Вот они продаются у нас отдельно. Значит, чтобы их ставить, нужно специальное приспособление. Я использовала приспособление своей сестрички. Сейчас покажу вам, как это делала. Вот так выглядит. Если нету, идете туда, где ремонтируют обувь. Там точно они должны быть. Одежду, обувь всегда такое есть. Вот, попросите вставить. Так, значит, вот этот лювер ставлю в дырочку, которую мы сделали. И просто зажимаю. Вот такую красоту получаем в итоге. Так, когда вы вот этот тапочек померили,
Вот так, как вам удобно. Вот здесь манжетики пришейте 1. И вот здесь 2. Пришиваю просто иглой с нитью. Вот я себе померила, куда, как и где. И пришиваю. Теперь для шнурка я оставляю хвостик примерно 2,5 метра. Слева направо подвожу крючок под нить, перекрутить. 1 воздушная петля. Теперь для шнура вот этот короткий конец набрасываю на крючок и провязываю 2 петли на крючке. Повторяем: короткий конец набросить, 2 провязать, набросить короткий конец, 2 провязать. Таким образом вяжу, пока не получу длину шнура примерно 1 метр. Можно 1,10 м. Вот видите, какой получается шнурок. Так, смотрите, когда мы вот этот конец, что мы оставили, довяжем до конца, у нас получится примерно, у кого 100-110 сантиметров. У меня получилось примерно 108 сантиметров длина шнура. Значит, я отрезаю ниточку, провязываю воздушную петлю. Вот так. И теперь вот эти 2 нити завязываю в узелок. Излишки можно спрятать в шнур, можно отрезать. Аккуратнее, конечно, будет спрятать. И просто теперь вставляем наш шнур, как это делаем в обычных кроссовках. Шнурки здесь имеют более декоративный характер. Я бы, если честно, вот так пришила вот сюда и отрезала. Все, чтобы их не было больно. То есть, чтобы не завязывать. Но заказчица попросила шнурки оставить. Поэтому я вот так прячу, чтобы было на фото, как задумала я. Вот. И вот так оставляю. Если вам нравится не завязанный вариант, просто концы вот так пришить и лишнее отрезать. У вас здесь как раз этот шнурок все будет держать и в то же время не будет мешать. Так, все, смотрите, подошва супер просто села. Значит, получились у нас они бесшовные. Фактически мы сшивали только вот этот манжет. Его можно было, кстати, и крючком подхватывать, но слишком много заморачиваться. Ну и плюс хотелось померить, куда именно. Так, все, вот такие следочки готовы. Носите с удовольствием. Дарите вашим близким. Спасибо всем за внимание и всем до новых встреч. Like tall buildings, as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun, as she puts her hand in mine.